Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен доработке, тюнингу и стайлингу электросамоката Kuga Kirin G2 Max. Задача не только увеличить запас хода, динамику, мощность и крейсерскую скорость, но и сделать его максимально ярким и запоминающимся. В этот раз все работы по электрике мы спрячем, в принципе из-за того, что они банально самые неинтересные и нединамичные, зато все остальные работы раскроем по полной. Итак, давайте с вами перенесемся в мастерскую, а потом вместе разберем детально, что же у нас там получилось. Итак, у вас это заняло несколько минут, у нас это заняло пару месяцев. Начнем с основного – увеличения мощности и крейсерской скорости. Раньше заводской мотор 800 Вт показывал пиковое значение 1200 Вт. Теперь после замены батареи и контроллера пиковое более 2 кВт. Если добавить передний мотор-колесо и еще один контроллер, то получится версия G2 Ultimate с полным приводом и пиковой мощностью 4 кВт. В отличие от заводской сборки Kuga G2 Pro, наша версия будет почти в 2 раза быстрее. Максимальная скорость с одним мотором, как на новом двухмоторном Kuga G3 Pro, 60-65 км в час. По запасу хода. Старая батарея была 20 Ах на 48 вольт. Новая батарея у нас теперь 33 Ах на 60 вольт. Для того, чтобы ячейки 21700 помещались у нас стоя, мы, естественно, добавили сюда проставку и новую кастомизированную крышечку.
Соответственно, теперь у нас 33 ампер-часа, и запас хода для человека все того же веса 70-80 кг получается около 80-90 км. Это реальный запас хода, если ваш вес не больше 80 кг. В эко-режиме, если вы будете топить на максимальной скорости, я думаю, это где-то 50 км. Под дек у нас теперь стильная подсветка. Управляется она полностью через мобильное приложение. Здесь множество разных предустановленных режимов, и помимо этого, конечно же, любые оттенки, яркость и скорость мерцания. Для того, чтобы самокат был еще более безопасным, ярким, стильным и запоминающимся, мы поменяли заводские тормоза. Полностью разобрали новую двухпоршневую гидравлику NOT, провели подготовку, пескоструйку и покраску. Ручки и суппорта ярко-оранжевые, в цвет маятников. Теперь он качественно тормозит, выглядит дороже и более стильно. Это не дешевое удовольствие, но весьма достойное решение, если не хотите тратиться на дорогих производителей. Что касается подвески. Заводские амортизаторы настолько короткие и жесткие, что подвеска не отрабатывает вообще. Если нет возможности подобрать и купить дорогие качественные амортизаторы, то можно найти достойное решение по цене и качеству, так же как и в случае с тормозами. Для нормального хода расточили пружины, а чтобы оси не болтались, мы выточили латунные втулки. Для защиты от песка, грязи и воды на амортизаторы одеваются чехлы, так называемые пыльники. Теперь посмотрим, давайте, какой ход у подвески. Итак, давайте с вами рассмотрим обновленный функционал. Из старого у нас остался блок управления светом. На нем у нас теперь аж 3 передних фонаря. Дальше идет новый блок управления запуска. Это у нас от Tiviruna. Собственно, сами контроллеры тоже от Tiviruna. Дисплей. Как по мне, так он более лаконичный и стильный, нежели заводской огромный дисплей от Hugi. Здесь у нас, соответственно, можно различные установки смотреть, скорость менять. Здесь в режиме реального времени множество разной информации. Пробег и температура контроллеров и так далее. Так как у нас всего один мотор, то по второму будет всегда гореть ошибка. Было бы 2 мотора, ошибки бы не было. Так, едем дальше. Замок зажигания. Такой же, как и был. Это у нас заводской блокиратор, так скажем. И педалька газа. Стоит от того же Tiviruna. Это в комплекте. Более эргономичная, более удобная. Тем более ее снять и поставить на руль можно теперь в одно движение. Не нужно ничего сильно откручивать, снимать ручки и так далее. Она просто как браслет застегивается. Одним словом, подберем под ваш бюджет оптимальное решение по доработке, тюнингу и стайлингу вашего зверя. Ну что ж, друзья, надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Ждем, как всегда, жирную дискуссию. Пальцы вверх и до новых встреч. Пока!